С 2000-х, друзья мои, мы с вами знаем, и некоторые активно этому радуются, страна стала страной Путина. Больше того, она начала ассоциироваться именно с Путиным, об этом сказал Володин. Думаем Россия, там говорим Россия, понимаем Путин, ну и в обратную сторону вроде как тоже работает. Это в корне изменило само понимание, даже термин страны. Страна — это количество, то есть это люди, живущие на определенной территории. Есть государство. То есть, если бы говорилось РФ, понимаем Путин, ну это совершенно логично. А вот когда говорим страна, вот здесь уже становится любопытно, и поэтому это мне задает определенную планку и определенные правила, как рассмотреть, например, огромное количество мусульман, таких ортодоксальных, которых завозят с 2000 года. Ну, в общем, давайте попробуем рассмотреть. Итак, говорим Путин, а понимаем экономика миграционных потоков. Кто на самом деле зарабатывает, ну, собственно, давайте теперь по делу уже. С начала 2000-х Россия активно использовала трудовых мигрантов из Средней Азии, причем исключительно. Это было выгодно, я на всякий случай часто привожу в пример, что Канада использует просто тех, кто может работать, и вообще пофигу, хоть Северного полюса, хоть медведи пусть приезжают, лишь бы минимальное знание языка и способность выполнять поставленную задачу. Здесь конкретно. То есть вот просто конкретные страны берутся, и даже мне много комментариев поступало, ну когда вот затрагиваешь эти темы, что люди из Казахстана, и желающие вернуться просто на свою родину, просто такая репатриация, они там годами что-то ждут каких-то решений, в то время как паспорта буквально раздают. Вот Таджикистан, Киргизстан, это совершенно непонятно, необъяснимо. И у людей это вызывает вопрос, еще раз, есть с чем сравнивать. Но едем дальше. Это было выгодно типа строительному бизнесу и сельскому хозяйству. По крайней мере, этим всегда прикрывается. Дешевая рабочая сила без социальных обязательств. Ну и на самом деле это так и работает. Тут я в строительстве работал. Могу сказать, что там просто к ним как не людям относятся. Это ну, как к зверям, я не знаю. То есть, если они там где-то, ну, в общем-то, каких только ужасов не рассказывают, их возят в автобусах с замазанными окнами, привезли, они как рабы просто отработали, за шкирку обратно, там что-то попить, поесть. Но сейчас немножко начало меняться, тоже вот анклавы, наверное, разрабатывают свою позицию, они уже считают, и некоторые высказываются, есть резонансные события, что это наша страна, вообще какие-то русские здесь, надо бы от вас избавиться, езжайте в Украину, там от вас избавиться. Ну, как так высказываются часто. Короче говоря, после начала войны ситуация резко меняется. 22-24 год, миллионы мужчин ушли на фронт, рождаемые, ну, то есть вот явно планово, то есть убрали местное население, которое могло бы противостоять, определенный баланс сделать, даже определенную способность интегрироваться, да, то есть местное население дает возможность и приехавшим тоже интегрироваться, чтобы они понимали, не забывали, какая культура. Но этих отправили, ну, потом привезли обратно, но уже в каких-то удобных, комфортных ящиках. Миллионы мужчин ушли на фронт, рождаемость низкая, молодежь не хочет работать за низкие зарплаты на тяжелых объектах, а создана же, да, уже создана форма, то, что вы будете работать так, как вот с 2000-х работали мигранты. Сама система к этому уже привыкла. Набиуллина высказывается не о технологиях, вот недавно она высказалась, а о том, что надо больше привозить. Это что ж у нее с головой-то? Система изменилась. Я вот что у нее с головой. Дефицит рабочих рук начинает душить экономику, типа, вместо того, чтобы развивать еще раз, да, делать ее технологичной. Особенно сильно это бьет по стройке, где мигранты традиционно составляли большую часть рабочих. 25-й год. Власти разворачиваются в сторону новых стран. И вот здесь начинается самое интересное. В июне приезжают первые, кстати, это все время отрицается, но фактура говорит об обратном и из сопутствующих событий, то, что уже диаспоры есть афганские. В июне приезжают первые организованные группы из Афганистана, около 100 человек, параллельно резко растет поток из Индии. За 25-й год, то есть расширили, но все-таки такое ориентирование все время идет на мусульман таких ортодоксальных. За 25-й год, еще раз, это неестественно для страны, для России. Ну, только если кто-то не захватил ее, а мы случайно не заметили, для кого совершенно естественно. Именно эти направления. За 25-й год индийцам выдали больше 56 тысяч разрешений на работу. Рекорд за 9 лет. На конец 25 года спецпредставитель президента Борис Титов публично заявляет, в 26 году в Россию могут приехать еще 40 тысяч трудовых мигрантов из Индии. Это одни из самых жутких мест там, с точки зрения бандитизма, но просто уже поэтому стоило бы опасаться. Ну хотя кто будет опасаться, когда у людей иной раз, при том, что есть Таджикистан, есть прекрасные таджики, кстати говоря, замечательно отзывчивые люди. Но столкновение культуры у многих это в памяти, когда в Таджикистане просто резня была по национальному признаку, то есть полнейшее, тут надо добиваться, чтобы было принято официальное решение геноцида русского населения.
а нам именно оттуда везут. И просто да напривозились, что случился крокус Сити Холл. Я вот о чем, да, то есть тут оговорки какие-то должны быть, но именно из тех стран, где просятся оговорки, Индия, там борьба с организованной преступностью, совершенно дикая ситуация в этом смысле, именно оттуда везут. А есть гарантия, что по вашему коридору не понапроезжает того, что в Индии потом скажут спасибо, а то мы не справлялись. Индия может закрыть типа дефицит кадров. Начало 26 года. Переговоры идут уже с Афганистаном. Кабул сам активно предлагает своих людей. Да, была такая новость не так давно. Обсуждают сельское хозяйство, где не хватает больше 130 тысяч специалистов. Куда они деваются? По миллиону в месяц привозят. Об этом еще Бастрыкин говорил. Строительство, транспорт, энергетика. Ну и кто на этом зарабатывает, давайте попробуем разобраться. Крупный строительный бизнес получает дешевую управляемую рабочую силу, факт этот есть. Больше того, я бы так сказал, есть нюансы, которые ты знаешь только если ты этого касался. А я этого касался. Дело в том, что зачастую навязывают. Если вы можете просто проверить, кто в Москве живет, я даже не потому, что Москва лучше, но центр. Здесь все должно быть на высшем уровне. Лубянская площадь, я как-то заходил, просто встреча у меня была, там есть, уже не помню, как-то вот, короче говоря, там очень много гостиниц таких, достаточно фешенебельных, скажем. Вот какая-то гостиница, где еще такие лифты, вот как входишь сразу, справа ресепшн, слева там прям такая зала большая и лифты прозрачные, не знаю, напишите, кто был. Суть в чем? Ты заходишь, и там азиатка трет пол. Девочки на ресепшене, пообщался с ними, зарплаты адские, они 40 тысяч, вот когда, это пару-тройку лет, наверное, назад, или годик, не помню, год-два, наверное, назад разговаривал, и 40 тысяч рублей получают. Знания, 2-3 языка, сами красотульки просто, можно их на странице журналов, мод. И, прекрасных, красавиц каких-нибудь можно на конкурс отправлять. Они получают 40 тысяч рублей. Но и сами стесняются. Разговорился, пока ждал человека. И она, та, с которой разговаривал, она застеснялась так, что стыдно об этом говорить. Что ты где-то работаешь, Лубянская площадь, извините, центр страны. И она получает 40 тысяч рублей. Она говорит, у нас неплохо подгоняют доплаты. Я кое-как там выкручивал из них, порядка 100 тысяч они получают, может, там с копейками. Ставка, базовая 40 тысяч рублей. Рядом ходят, туда приезжают, я не знаю, министры, монополисты, ходят, товарищ не совсем умытый, гражданочка еще раз, я этой гражданочке-то сочувствую, ее можно интегрировать, может, чтобы она жила нормально, а не в подвале где-то, и она трет полы там. То есть это как-то нарушает общую картину вот этой всей роскоши. А там минимальная стоимость, по-моему, 30 тысяч рублей в сутки. Переночевать просто. Я к чему? К тому, что там я об этом не говорил, но я раньше сталкивался, что зачастую не только тебе предлагают вот этих мигрантов, причем разговор о том, что 3 рубля ведро, это с этого начинается. То есть они совершенно рабы. Тебе говорят, вот надо, не надо, ты платишь, причем не им платишь, ты платишь тому, кто тебе их дает. Я про строительство сейчас говорю. И они их тебе просто привозят, там, кто из них помер, ногу сломал, его закинули в кузов, нафиг, увезли, черт его знает где он. Не знаю, куда они деваются, их по миллиону в месяц завозят, назад они не едут. А нам все время говорят, что их там, 3 миллиона, 6 миллионов. Они неучетные, неучтенка, они где-то сидят по этим подвалам под пистолетом, образом выражаясь, да, то есть и людей раздражают, и сами-то они, в общем, совершенно в нечеловеческих условиях, этому я также уже уделял внимание, что это провоцирующая среда для того, чтобы они же, если они из этого вырвутся, то им и есть нечего. Они тут же пополняют легионы преступных формирований. Тем не менее, возвращаемся. Итак, крупный строительный бизнес получает дешевую управляемую рабочую силу вместо того, чтобы поднимать зарплаты россиянам, а россиянам зарплаты автоматически будут падать, вот тоже важный момент. И улучшать условия проще завести людей из Индии. То есть идет регресс жесточайший. Из Индии, еще и из Афганистана, которые согласны работать, а кто с ними там приедет, да, по системе мясного штурма, это когда много-много, да, вот как беспилотники, и 1-2 прорываются. Так и здесь, диверсант не прорвется, а радикал из Афганистана не прорвется, он на улице отрубит голову кого-нибудь, потому что не замотано. Но я об этом уже и говорил, еще будет разбор у меня. Меньше деньги так в жестких условиях. Чиновники, которые курируют, так естественно, на этом тоже зарабатывают, миграционную политику, и распределяют
распределения квот получают свой интерес через посредников агентства по трудоустройству. Там еще и активно документы рисуют левые, так что вот нет ли там тоже руки. А то полиция у нас в последнее время работает, только вот здесь взяли, здесь все отчитались, молодцы. А кто устраивал коррупционные связи, ничего дальше не идет. Если мошенники, там какие-то мошенники, и все. И не расследуют дела. И это мешают им, видимо. Кто может помешать полиции Российской Федерации? Ну, мне почему-то кажется, что не какие-нибудь враги в Украине. Мне кажется, что кто-то внутри России им бьет по рукам, чтобы они следствие не вели, потому что если не бить по рукам, то мы бы уже быстро и давно бы увидели что-то подобие современных Деляна и Иванова. Или нет? Или вы в этом сомневаетесь? Кто-то бьет по рукам, однозначно. Появляется целая индустрия. Визы, патенты, проживание, переводы денег, и все это, само собой, деньги. Самое главное, крупные компании экономят на зарплатах. Вместо того, чтобы конкурировать за российского работника и поднимать ему зарплату, а значит и качество труда, и качество выполнения, то есть полученного продукта, им проще давить на рынок труда вниз через поток новой дешевой силы. Это позволяет держать маржу на строительных проектах и госконтрактах высоких. Почему власти игнорируют недовольство людей? Ну, как бы мы уже чуть-чуть затронули, потому что да, некоторые из этой власти получают, видимо, свой навар. Но тем не менее, потому что экономика сейчас в режиме выживания. Ну, по крайней мере, официально это можно так назвать, а может быть и просто довели эту экономику до этого самого режима. Дефицит рабочих рук уже критический, безработица на историческом минимуме 2,1%. И если остановить поток, встанут стройки, но они просто встанут. Именно это как вы ленитесь. Ну, вот, ленился кто-нибудь из вас, да? То есть ленился день, ленился два, ленился три, а на четвертый ты к штанге подойдешь, там, ну или физкультуру сделать, у тебя все болеть будет, у тебя сниженные все. Я к чему? К тому, что сами себя загнали. Сначала это было выгодно, это был ноу-хау, а потом вы просто развалили свою способность работать, нанимать сотрудников, выполнять социальные пакеты. То есть сами все загнали в этот гадюшник полнейший. Если остановить поток, то, естественно, встанут стройки, да они уже и не умеют по-другому работать, у них нет технологий, у них ни черта нет. Аграрный сектор и часть промышленности. Для бизнеса это катастрофа, а бизнес с властью тесно связан. Поэтому общественное недовольство просто игнорируется, они ничего не могут сделать. Главный аргумент всегда один: сами не хотите работать на этих условиях. Собянин это все время, вы не хотите брать метлу, причем на фоне того, что они освоили денег на индийцев, выделили 100 тысяч рублей питания и проживания. Народ у меня засыпали комментариями: ни хрена себе. Ни хрена себе, мне есть где жить, давайте я тоже поработаю за 100 тысяч. 100 тысяч на нас из Индии, который разговаривать не умеет и холода боится. И такое ляпнули. То есть они уже оторвались, даже когда нам по ушам ездят, они совершенно оторваны от реальности. У меня комментарии не были о том, что плохие иммигранты, были такие: ни хрена себе, иду работать на эту работу. Где писать заявление, устраиваюсь. Это по поводу того, что невозможно найти своих. Короче говоря, такая схема: чистая экономика, интересы крупного капитала, прикрытие разговорами о необходимости, если уже совсем кратко. Что думаете со своей стороны, пишите, друзья мои, частенько отталкиваюсь именно от ваших комментариев, дорабатывая их фактурой, ну и хронологией, а как оно так все получилось. Если у меня это получилось, с вас, естественно, как фонд оплаты труда, лайк, комментарий, распространение, если считаете полезным, то есть делитесь с друзьями, знакомыми, товарищами, которые еще не поняли, да что за хрень. И увидимся тогда в следующих выпусках.